В этом видео мы увидим. Вот что вы сейчас увидели. Вы увидели зафиксированный крестцово-подвздошный сустав с левой стороны. Как распознать заблокированный крестцово-подвздошный сустав при тренировке со штангой? В профиле мы видим отсутствие ягодичной мышцы, прогиб в пояснице. Узнаем, какой рефлекс превалирует у ребенка. Также мы узнаем, какое упражнение самое бестолковое в работе на пресс. Сегодня опять необычное видео. Насколько вы помните, в прошлый раз мы разбирали осанку Джейсона Стэтхэма и почему он хромает. Мы выяснили, что у него сломан нос, и поэтому страдает череп. Ну и, соответственно, все тело. Сегодня мы разбираем несколько динамичное видео. Это тренировка девочки. Канал Мисс Николь называется. Я бы хотел посмотреть, как тренируют тренеры фитнес-залов. Мы не будем разбирать компетенцию тренера, мы будем разбирать только упражнения и влияние этих упражнений на организм ребенка и что мы там увидим. Ну и давайте начинать. Штанга. Сразу скажу, что я негативно отношусь к подобного рода упражнениям для детей с таким опорно-двигательным аппаратом, как у мисс Николь. Сейчас мы поймем почему. Я хочу, чтобы первое, на что вы обратили внимание, это был тазовый регион мисс Николь. Оп, оп. Сейчас верну немножко назад. Вот в этой позиции было хорошо видно. Еще разок. Оп. Вот что вы сейчас увидели. Вы увидели зафиксированный крестцово-подвздошный сустав с левой стороны. Почему? Потому что когда мисс Николь присела, она сделала вот так. У нее таз сыграл в эту область. Это значит, что вот этот крестцово-подвздошный сустав находится в фиксированном состоянии. И приседает мисс Николь только на правую ногу. У нее будет перенапряжение квадрицепсов очень сильно. В дальнейшем, конечно же, это отразится болью в коленном суставе. Поэтому всегда нужно снимать себя на видео, чтобы понять свои косяки. Давайте разберемся. Крестцово-подвздошный сустав — это где вообще и что? Это для родителей я показываю. Может, вы посмотрите и перешлете тем, у кого есть дети. То есть крестцово-подвздошный сустав — это вот это вот место. Вот с этой стороны у него есть... Давайте вот даже вот так посмотрим. Вот он, этот суставчик. У него есть определенная подвижность в этом месте. Так вот, у кого-то она есть, а у мисс Николь подвижности в этом суставе нет. Это называется функциональный блок. Именно из-за этого блока ей, в принципе, нельзя делать это упражнение. Можно сделать изолированное упражнение на ягодичную мышцу, но подобного рода упражнения с осевой нагрузкой нельзя. Возможно, кто-то из фитнес-тренеров меня услышит и прислушается. Так, где у нас? Ага, вот она. Продолжаем смотреть, как она приседает. Оп, пропустили. Еще разок. Оп, вернусь назад. Оп, опять пролистал. Оп, вот здесь. Поймал. Как видите, она сводит колени вперед. И так на большинстве повторов. Она включает приводящие мышцы. У нас 3 группы приводящих мышц. Магнус, большая приводящая, длинная головка приводящая, и гребенчатая мышца. Ну и из основных все. Большая приводящая, аддуктор магнус, длинная приводящая головка и гребенчатая мышца. Вот сейчас у нее очень активно работает гребенчатая мышца, она включается в позиции флексии ноги в тазобедренном суставе, как раз сейчас и произошла эта флексия.
она пытается зафиксировать свой таз с помощью гребенчатых мышц. То есть она крепится здесь и на лонный симфиз и приводит ногу вот так, в положение флексии. Ну, так как у нее таз нестабилен, она пытается включить все те мышцы, которые не участвуют в этом движении. Это тратит большой ресурс для тела. И, как видите, очень некрасиво получается упражнение. Ноги трясутся и болтаются, у нее нестабильные колени. К этому мы сейчас еще вернемся. Поэтому данное упражнение для нее крайне некачественно. Я бы не советовал это делать родителям. Видите, она так делает постоянно, сводит колени. Сейчас на другом тренажере мы разберем кое-что еще. Ну, давайте дальше посмотрим. Оп. Вот этот момент очень важен. Видите, у ребенка устала шея. Это значит, что в этом упражнении у нее очень активно участвует шея. Хотя в приседании шея, по идее, не должна участвовать. У нее перенапряжение экстензоров. Почему? Потому что она пытается поднимать штангу с помощью спины и шеи, и поэтому закидывает голову назад. Но это усугубляет положение. Почему? Потому что ребенок, закидывая шею назад, он туловищем более выпрямляется. То есть ягодичная мышца вот в таком положении становится, она растягивается. И не создает экстензию и не может сделать толчок ногой. Спина перенапрягается. Это еще больше усугубляет проблему ягодичной мышцы, потому что места иннервации ягодичной мышцы, которые находятся в поясничном отделе, за счет гипертрофии мышц спины, они еще больше, ну, как бы корешок больше подавливается, еще больше выключается. Ведь сами по себе гипертрофированные квадратные мышцы поясницы, допустим, они ингибируют ягодичную мышцу. Поэтому здесь сразу нужно обратить внимание, что ребенок, если ребенок вот так вот сделал, то значит штанга лежала неправильно. И мы в дальнейшем сейчас разберем, где она конкретно лежала неправильно. Ну и мы, кстати, разберем еще, какой рефлекс у мисс Николь очень активно проявлен, который мешает ей делать это упражнение. Вот на месте тренера то упражнение делать вообще не нужно было, потому что штанга в 15 килограмм, а там была штанга 15 килограмм плюс 2 блина, по-моему, если не ошибаюсь, там были по 5 килограмм, это 25 килограмм не зафиксированной тяжести, то есть ее надо держать, чтобы не болтаться. Более-менее подходит для таких упражнений и для детей вообще вот такой тренажер, но здесь тоже есть проблема. Эта проблема связана с тем, что там 20 килограмм веса на штанге. Я вообще не понимаю, да, ты серьезно? Я вообще не понимаю, для чего это было сделано. Тем более 20 килограмм, ребята, вот этот вес. Понятное дело, что тренер его будет придерживать, но это на одну ногу. Если там было 25 на 2, то здесь на одну. И мы сейчас уже помним, что здесь зафиксирован КПС. Это нога, ягодичная мышца, в принципе, у нее не рабочая, она ингибированная. Оп. И сейчас я сразу обращаю внимание, что вот эту ногу повело наружу, произошла наружная ротация бедренной кости. Для чего? Вот эту ротацию создают ротаторы бедра. Ну, а точнее, это грушевидная мышца. Но вот в этом положении грушевидные мышцы тяжело включаться. И будут включаться более мелкие мышцы, это близнецовые мышцы, и они будут создавать натяжение в области седалищного бугра. Ну и, соответственно, бедренной кости. Видите, как активно повернулась нога. Сейчас тренер это заметит и подстрахует ее в этом отношении. Видите, заметил, да? Молодец. Молодец. Ага. А вот здесь мы видим, что
мы видим, что очень сильное напряжение идет на шею, штанга как бы падает немного вперед, и видите, у нее неровная плоскость. Почему? Сейчас расскажу, покажу на себе, это будет более понятно. Само приседание со штангой вообще, по идее, многими спортсменами делается следующим образом. Сам так себя травмировал, поэтому рассказываю. Но это было давно и неправда, да? Вот она держит штангу, штанга давит ей вот сюда. То есть, если штангу поставить вперед, вот сюда ближе, не на плечи, не вот сюда, то штанга будет давить аккуратно на 7 и 6 шейный позвонок, вот в этой плоскости, вот сюда, смещать их вперед, да, плюс нагрузка на экстензоры, и она поднимается вот так, спиной, то есть у нее есть наклон корпуса, который заведомо выключает ягодичные мышцы. То есть, чтобы ей присесть правильно, ей нужно выпрямиться и работать в прямом движении, чтобы работала ягодичная мышца. Вот это заранее уже ингибировало эти мышцы. Поэтому у нее идет дополнительная травматизация. О чем тренер, скорее всего, знает, но не увидел. Может и не знает. Не знаю. Смотрим дальше. Поехали. И, так, это было. С этого же момента. Страшно. Окей. Все. Сейчас они будут переходить на другую ногу. Опять 20 килограмм, но уже на рабочий нестабильный сустав. Оп. Видите, она не может включить ягодичную мышцу. Она заведомо гипотонична, потому что она работает наклон вперед. Штанга аккуратно упирается в область 7 шейного позвонка, создает тягу. Она даже не создает тягу, она сама давит на эту штангу таким образом. И что самое интересное, нога болтается. Вот видите, она только что качала тазом, это говорит о нестабильности. То есть в данном случае вот этот тазобедренный сустав крайне нестабилен. Нестабильные связки вырубают мышцы. Приходится тратить дополнительные ресурсы. Видите, как получается? Смотрите еще разок. Оп. Самое неудачное, что может произойти, это вот эта позиция, когда тело оказывается под наклоном впереди. Ей придется вытянуть эту штангу с помощью мышц поясницы, которые при своем сильном напряжении, соответственно, ингибируют ягодичную мышцу. Оп. Сейчас видели, таз сместился. Сейчас покажу. Я должен это показать вам. Вот эта позиция. Оп. Видите, таз пошел вправо. Потому что он не может застабилизироваться за счет ягодичной мышцы. Грушевидные мышцы может включиться в этом положении, потому что нога где-то порядка 10 градусов 95, она хотя работает максимально из 80 градусов, но хоть как-то она ее ловит. И болтается грудной отдел. Все, она уже устала. Вот это плохое упражнение, пример плохого упражнения для ребенка с такими особенностями. Давайте вернемся ко мне и расскажу. Вообще, прежде чем посадить ребенка, поставить ребенка на подобный тренажер с таким весом, сколько там лет? Лет 12. Необходимо провести стабилизацию структур тазового региона и изолированно проработать каждую мышцу. Вот сейчас мы видели яркий, хороший пример, как угробить опорно-двигательный аппарат. Поэтому вы берете, стабилизируете свой таз.
Стабилизируйте свой таз ремнем. Вот подвздошное крыло, вот ремень. Он обхватывает подвздошное крыло и крестец. При фиксированном тазе вы создаете изолированные упражнения на мышцы, стабилизаторы крестцово-подвздошного сустава. Это ягодичная мышца, это грушевидная мышца. Можете проработать приводящие мышцы. И также нужно проработать косые мышцы живота, потому что они стабилизируют таз грудной клетки. Если этого не сделать, вот то, что мы сейчас видели, то и будет происходить с вашим телом. То есть прежде чем приступать к такому тяжелому упражнению на большую группу мышц, вам нужно, чтобы эта группа мышц хоть как-то работала. В данном случае она работает никак. Плохое упражнение. Не просто плохое упражнение, а просто убивающее упражнение. Сейчас смотрим. Тренер подтягивается хорошо. Это, конечно, да. Сейчас прошу обратить ваше внимание на правую часть тела. Оп. И сейчас было видно, что мисс Николь стала поднимать свое туловище своей шеей и сместилась на правую руку. У нее явная нестабильность лопаток. Как это можно увидеть? Увидеть это можно очень просто. Вот в этом профиле мы видим отсутствие ягодичной мышцы, прогиб в пояснице, нестабильную лопатку, потому что она крыловидная. Это говорит о том, что у нее плохо работает зубчатая мышца, поэтому плечо поставлено вперед очень сильно. И прогнута шея вперед. Что, в принципе, говорит о том, что сюда штангу класть в принципе нельзя. Поэтому у нее нестабильные лопатки. Причем правая и левая. И из-за этой нестабильной лопатки только что она себя вытягивала шеей для того, чтобы подтянуться. Сейчас увидите. Видите, как она делает? Она весь вес переносит на правую руку. Эта рука просто немного ее страхует от падения. Значит, вот здесь в широчайшей мышце нету никакой силы. А я вам скажу, что широчайшая мышца крепится на, угадайте куда? Правильно, на подвздошное крыло и на крестец. Аккурат там, где у нее зафиксирован левый крестцово-подвздошный сустав. То есть вот эта часть у нее вся нестабильная. Но, кстати говоря, это больше похоже на проблему спиноталамического пути, который, кстати, и заведует тем, что включает или выключает одну часть тела. Видите? Сейчас она вообще змейкой пошла. И, надеюсь, вы заметите, и у нее явно есть спазм диафрагмы справа и расслабление диафрагмы слева. Вот это упражнение для ребенка свободный вес, да, то есть свой вес, на данном этапе я бы сказал, что он неуместен. Лучше сделать резинками, укрепить широчайшую мышцу поясницы, и в данном случае у нее плохо будет работать, потому что вот в этой позиции уже должна включиться большая круглая мышца, она вот здесь крепится на лопатку, но она не может включиться, потому что у нее нестабильные лопатки. Если не будет нестабильной лопатки, круглые мышцы не включатся. Ну и ребенок явно старается, потому что на камеру это понятно, это видно. Не выставлена работа мышц, никто не понимает, чем она поднимается, для чего все это сделано, я не знаю, критиковать не буду, но я скажу так, вот это упражнение для ребенка на данном этапе ее развития не подходит. То есть ей нужно сначала настроить опорно-двигательный аппарат, а потом уже делать такое тяжелое упражнение. Не все взрослые это могут. А, кстати, очень интересно, сейчас видите, да, шея компенсирует и компенсирует лицом, подключая мимическую мускулатуру. Она пытается за счет раздувания щек повысить тонус широчайших мышц. Видите, что происходит? Это очень интересно наблюдать за людьми, за их паттернами. Ты всегда можешь увидеть
чем они себя скомпенсировали. В данном случае слабость широчайших мышц компенсируется щеками. Я обещал рассказать вам о том, какой рефлекс у мисс Николь очень сильно проявлен. У нее идет очень переразгибание коленей, в данном случае это не видно, но вот мы когда смотрели с вами ее упражнения на ягодичные мышцы, на группу разгибателей и сгибателей бедра, мы увидели переразгибание коленного сустава. И прогиб поясницы, распущенный живот, и вот есть явный прогиб в шее. Это проблема симметричного шейно-тонического рефлекса. Когда идет разогнутая шея, идет гипотонус ягодиц. То есть все эти упражнения, которые только что были на гипотоничные ягодичные мышцы, еще больше усугубляли гипотонию ягодичных мышц и создавали травматизацию кольцово-подвздошного сустава. Объясняю. Когда маленький ребенок закидывает голову назад, вот так, есть два рефлекса. Рефлекс Ландау верхний, рефлекс Ландау нижний. Что рефлекс Ландау включает удержание головы, а нижний рефлекс Ландау у ребенка включается в 9 месяцев. Так вот, в этом промежутке работает симметричный шейно-тонический рефлекс, когда ребенок закидывает шею назад, у него повышается тонус в флексорах верхней конечности и во флексорах нижней конечности, то есть они делают вот так. А это значит, что у нее включается пояснично-подвздошная мышца и ингибируется ягодичная мышца. То есть, мягко говоря, когда я закидываю шею назад, у меня ноги подводятся к туловищу. И вот у мисс Николь очень явно этот рефлекс представлен гипотонусом ягодичных мышц, прогибом в пояснице и переразгибанием в коленном суставе. Если бы у нее был рефлекс Ландау, она бы вся вот так стояла, но у нее были бы ягодичные мышцы. Сейчас будет не менее плохое упражнение при данном строении нервной системы. Это упражнение с свободным весом на грудные мышцы, БГМ. Большие грудные мышцы, ключичная порция. Сейчас я прошу обратить наше внимание вот на эту руку, да и в принципе на две руки. Сразу поясню. Одну секунду. Сразу поясню, что вот это упражнение со свободным весом, с таким весом для данного ребенка очень некачественно. Проще было взять также штангу для тренера. Почему? Потому что у нее была бы замкнутая кинематическая цепь через грудную клетку. Это свободная кинематическая цепь, то есть ей необходимо будет удерживать каждой рукой отдельно гантелю. Для этого перегружать отделы нервной системы, очень плохо сформированных, как плохо, для данного упражнения плохо сформированных. Потому что перекрестный паттерн должен для этого хорошо работать. И перекрестные паттерны у нас как раз-таки после симметрично-шейно-тонического рефлекса на момент ползания активируются и становятся. Здесь, скорее всего, этого не произошло. И даже тот факт, что тренер ей помогает, видите, что происходит? У нее вот эта мышца выключается из движения, постоянно гантеля стремится упасть, быстро выпрямляется рука, а здесь она вообще не держит. Она не понимает, какие мышцы нужно включать. И поэтому здесь лучше брать упражнение с замкнутой кинематической цепью, когда она сможет максимально ощутить грудную мышцу, а не будет ловить ее по всему залу, эту гантелю. Конечно, звучит как критика, но это обоснованная критика. Конструктивная, я бы сказал.
Сейчас будет самое ужасное, бестолковое упражнение на пресс. Сейчас я буду объяснять, почему. Это мышца живота, которая вы увидели, что только что включилась. Так вот, именно до этого диапазона она и работает. Она создана для того, чтобы зафиксировать грудную клетку к лунному симфизу. И диапазон ее работы связан с ее растяжением в сторону, продольном направлении вверх и вниз, но не с подъемом туловища. А дальше смотрим, что происходит. А вот это подъем туловища. Так вот, вот в этом промежутке она уже отключила эту мышцу, а весь промежуток она прошла за счет пояснично-подвздошной мышцы. Что, в свою очередь, достаточно плохо влияет на ее и без того перенапряженную поясницу, потому что эти мышцы у нее перенапряжены. Я уже объяснил, что у нее симметричный шейно-тонический рефлекс активен, ингибиция ягодичной мышцы и гипертрофированная пояснично-подвздошная мышца. Она уже утягивает позвоночник не туда, куда нужно, то есть он постоянно в напряжении, у нее диски постоянно в компрессии находятся. Так вот, мы еще заставляем ее перенапрягаться вот в этом упражнении. Оп, здесь плохо было видно. Плохо было видно, но сейчас, надеюсь, поймаю этот момент. Давайте еще разок. Нет. Нет, не тот момент. Вот этот момент. Вот сейчас вы, надеюсь, увидели, что у нее после подъема расслабилась мышца живота. То есть толку от того, что она ее вот здесь включила, никакого, потому что вот весь вот этот диапазон до этого уровня, она прошла пояснично-подвздошную мышцу. Самое бестолковое упражнение на пресс, которое только можно найти. Вот в этом положении, которое произошло, мышца живота не участвует, участвует пояснично-подвздошная мышца. Мышца живота включается, верхняя порция, вот здесь, в большей степени, когда человек находится в горизонтальном положении. Оп. Не успеваю. За мисс Николь, она очень быстро работает животом. Все. Вот здесь максимально включена верхняя порция, нижняя порция намного менее напряженная. Потому что? Да потому что пояснично-подвздошная мышца, которая вот в таком направлении крепится на сустав, да, ну она немножко к центру, конечно, идет, она уже все делает работу. Все, уже нижней порции включаться не нужно, уже все работает без нее. И поэтому я считаю, что это самое бестолковое упражнение на пресс. Это первое. А второе, смотрите, как она делает. Полностью растянутая мышца, рывком включается и переходит в упражнение на пояснично-подвздошную мышцу. Сейчас объясню, что плохого. Так вот, когда вы делаете упражнение, я покажу вам с помощью медведя. Поможешь мне? Вот расслабленная мышца, и вот вы сделали рывок. Все. И дальше упражнение должно проходить вот в этом режиме. Почему? Да потому что второй стимул сухожилия, ну ладно, если повезет, нервная система как-то с багами. Второй и третий стимул сухожилия ингибирует ту мышцу, к которой он крепится. То есть однократный стимул заставляет рефлекторную дугу через нервную систему, через спинной мозг, заставляет фасилитировать мышечное волокно. Это значит, что мышца будет полностью включена в работу. И дальше работа должна происходить вот в этом изотоническом режиме. Но если вы 10 раз вот так дернули, то после второго раза, ну, кому повезет после третьего, фасилитация мышцы
ну как бы не исчезает, ингибируется сухожилием повторным стимулом. И вот этого движения хватает 5 раз. Дальше теряется тонус мышцы, неврологический тонус. И что делает нервная система? Она пытается обойти вот эту рефлекторную дугу за счет своих ресурсов, и вы продолжаете вот это делать. Но у вас включаются не все мышечные волокна, вы перестаете делать упражнения правильно. Что происходит? Я покажу на примере бицепса. Это как пример, да? Пришел человек, болит спина. А что делали? Я занимался в спортзале. А что качали? Бицепс. Давай посмотрим. Беру бицепс, беру тяжелого медведя. И вот я качаю. Раз, два, дернул. Полностью растянул, полностью собрал. И вот на 5-й раз я уже что? Вот из этого положения вытянуть медведя не могу. И я делаю так. И когда я делаю более высокий угол, замыкаю фасциальную цепь, кинематическую цепь в том числе, что я делаю? Наклоняюсь из этого угла, мне уже легче поднять. Почему? Потому что угол плечевой кости поменялся. И вот я качаю бицепс. А потом прихожу с больной спиной, либо с грыжей. Поэтому упражнение, которое мы только что рассматривали на пресс, крайне неэффективно и крайне некачественно. Потому что повторное дергание на прямую мышцу живота, все правильно, ингибирует мышечное волокно прямой мышцы живота. И вся работа осуществляется за счет пояснично-подвздошной мышцы и без того уже фасилитированной за счет примитивного рефлекса. Так что весь тот цикл упражнений, который проделала мисс Николь, для нервной системы и опорно-двигательного аппарата был травматичен. Возможно, он был эффективен с точки зрения аэробной нагрузки, то есть большая нагрузка, циркуляция крови, обновление там клеток каких-то, но в целом он был некачественный и разрушающий цикл. Поэтому приходилось очень много создавать компенсации телу мисс Николь. Вот, поэтому, если вы фитнес-тренер и смотрите сейчас мой канал, я рассказываю вам, что делать. Первое, что необходимо делать, если вы наблюдаете у ребенка нестабильность, отведение ног, смещение таза, наклон таза, тяжело поднимается, дрожит, это значит, что это упражнение вы должны бросить сейчас прямо бросить, выбросить это из головы, создать резинкой фиксацию региона, над которым вы работали, и сделать изолирующие изотонические упражнения без расслабления, то есть единократный стимул сухожилия должен включать мышцу, и в дальнейшем мышца должна создавать цикл движений без расслабления вообще в течение минимум 20 секунд. Тогда ваш регион, к которому крепится мышца, он будет фиксироваться. Вот таким образом и никак иначе. Поэтому для тазового региона это фиксация региона ремнем, ягодичная, грушевидная, приводящие группа мышц. Причем средняя ягодичная мышца, она крепит ТБС, но не крепит крестово-подвздошный сустав. Поэтому в цикл как минимум сначала должна быть включена ягодичная мышца, потом грушевидная мышца, потом только средняя ягодичная мышца, потому что она не фиксирует сустав. И до среднеягодичной обязательно должны быть фиксированы, протренированы приводящие мышцы с положением ноги в экстензии и ноги во флексии. Потому что они осуществляют приведение из разных положений ноги. Ну, превалирующее движение имеется в виду. Вот. И в принципе никогда мышца не должна качаться вот в таком режиме. В данном случае тренировка была разрушающей. Если вы родитель, я предлагаю вам поделиться этой информацией с другими родителями, у которых тоже есть дети, которые ходят на какие-то тренировки. Вот, допустим, мой сын ходит на гимнастику. Я не могу повлиять на процесс тренировки, но тренер, слава богу, адекватный попался. Какое замечание сделал тренеру? Не замечание, предложение. У него дети 10 кругов бегают в одну сторону против часовой стрелки по залу. Зал это позволяет. Но если этот паттерн будет сохраняться на протяжении долгого времени, у него дети потом все будут коротконогие на одну ногу.
Поэтому бег должен осуществляться в две стороны, и по часовой стрелке, и против часовой стрелки, чтобы потом не фиксировался КПС. Да, тренер меня послушал, и теперь дети бегают в две стороны. Слава богу, умный человек молодой. У стариков такого, конечно, не прокатит. Что еще хочу посоветовать? Хотел посоветовать, что вам необходимо заниматься примитивными рефлексами у своих детей. Это первичное, что нужно сделать, прежде чем отправлять ребенка под штангу. То есть вы идете на плейлист «Рефлекторная гимнастика», либо находите любые упражнения на примитивные рефлексы, разбираетесь, на какой рефлекс, смотрите осанку своего ребенка и делаете. У меня уже есть целый плейлист на моем канале, можете пройти и познакомиться. Видео по 1-2 минуты, я думаю, много времени вы не потратите на просмотр этого плейлиста. Ну а мисс Николь мы можем пожелать только что успехов, удачи. Я забыл упомянуть, что она занимается гимнастикой, и переразгибание коленей у них это проф-паттерн, поэтому при таком проф-паттерне, при таком рефлексе делать приседания со штангой ей нельзя в принципе, потому что она травмирует себе шейный отдел, ингибирует нижние конечности, она травмирует себе поясницу перед напряжением, сдавливает корешки, ингибирует перенапряженными мышцами поясницы и ягодичные мышцы. В общем, вся ее тренировка была построена только для этого. Ну, а тренеру я хочу пожелать успехов и подписки на мой канал.